Я вообще почти не спал. Я в 9 проснулся. Ну, часа 3 поспал. Встала еле-еле, нереально хочу спать. Тор нет. А у тебя штор нет? И поэтому ты не смог заснуть утром. Ну, я смог по итогу. Так, меня еще не выкладывать. Вот потом побреюсь, прикопишусь. Ярик, как ты поспал? Слушай, да нормально. Пойдет. Ярик, куда здесь? Че, мы едем на мажор. Предполагаю, место первое, минимум 14. Но я думаю, мы займем второе место. Первое займут Mind Games. Вот мой предикт. Как началось твое утро? Мое утро началось замечательно, а твое как? Мое утро началось замечательно. Твое как? А мое как? Самообичевание и мысли о могу показать своего котенка. Самое лучшее вот типа там заставки это вот это. Вот, всем советую поставить себе Зекса кота. Поездка была, полет был хорошим, сиденья были удобные. Польским авиалиниям лайк. План на вечер играть доту. Я еще планирую заказать роллы. Айрат был недоволен в Белграде ресторан. А в Варшаве там было все нормально, я себе купил орехов. Мага, как ты вообще себя ощущаешь после такой длинной поездки? Мне очень понравилось, я поспал 5 часов, так сказать, восполнил мой ночной запас сна. Мне очень понравилось. Я вот сейчас проехался по городу, тоже все понравилось. Дима сказал, что он напоминает Питер погодой. Но я как в Питере не был, поэтому я не знаю. С вами Team Spirit, значит. Вот мы в Швецию добрались. Ярик уже под градусом, уже бахнул, прям все приехать. Видите, какой довольный. Чуть-чуть покраснел даже. Чтобы быть под градусом, мне бахать не нужно. Сразу скажу. наваливаешь, Эрик, Пока еще нет, завтра будет. Теперь могу, может, пойти поесть. Могу повернуть. Team Spirit. Теперь я могу поесть реально. Я 10 часов жал. Что, куда у нас проход есть? Я нет, Team Spirit, наверное. Я, кстати, маски не носил, наверное, месяца 3. Хороший отель. Выглядит тут все интересно, заманчиво, непонятно, это вообще отель или что. Как трехзвездочный в Алтуфе, примерно такой же. Вроде мы вообще даже КВ планировали, но я, правда, не представляю, как мы их сыграем. Я лично даже практики не видел, я вообще не знаю. Ну, короче, обычные планы, что. Сейчас покушать, наверное, в идеале всем. Если получится поиграть, поиграем. И все, и потом ко сну уже готовиться. А завтра уже медичка, завтра будем завтра наваливать контента. Рум-тур. Живем с Магой почему-то. Нас поселили по 2 человека. Так, победитель Инта. Телевизор. Панорамное окно. Кровать Торонто Токио. Кровать Коллапс. Магомед Халилова. Сейф, где мы будем хранить миллионы Магомеда Халилова. Книга мормонов. MJ Самфуд. В общем, ничего интересного. И воды нету. Воды не принесли. Идем смотреть практис. Какие ожидания? Мне проспойлерили, что там не очень. Готовимся к худшему. Так посмотрим. Мы с вами находимся в практисе Team Spirit, by ESL. Как вы можете видеть, кухни здесь, к сожалению, нет. И микроволновки тоже. Туалетной бумаги зато в избытке. Практис, ну, наверное, чуть побольше все-таки, чем был у нас на International, за что им большое спасибо. Света здесь нет на потолке. Он есть только сбоку. Ну, мы любим темноту. Ну, это уже не бывает такого. Вот, мне так нравятся такие охуевшие компьютеры. Ой, дверь открыл только что. Кнопка, прикиньте. Я в поисках Type-C. Но здесь нет. Ладно, хороший прикол, Макс, выходи, где нормальная комната? Практис маленький, стулья удобные. Ништяки от ESL со старым логотипом. Наш второй мажор Руслана уже обналичил этот момент. Вот. В общем-то, все, вид зато из окна хороший, посмотрите. Это же сарказм. Меня, что ли? Не ожидал такого вопроса. Блин, ну проснулся. Ну, точно я поставил себе будильник, не помню, где-то на 9, там, 20-25, что-то такое. Так начинается. Проснулся такой. Думаю, ну все, что, надо вставать. Не встал. И потом я проснулся не по будильнику, сам по себе как-то, не знаю, ну, чувство самосохранения работает. Где-то 35 минут, ну все, там уже понял, что выбора нет. Ну все, встал, умылся, там все дела. Покушал. Как ни странно, я был все время один. Никого не видел, никто мне не отвечал. Вот. Вот, значит, вот перекусил, блинчики там нашел.
покушал блинчики с нутеллой. Как тебе Нет. завтрак, Ярик? Да, такой. Мясо Слушай, есть там? примерно как найти. Ну, там можно найти, да. Вот, мясо там можно найти. Сейчас, секунду, у нас тут это... Клоун. Так, попробуем тут, ага. Так вот. Мясо, да, можно, да, найти, там, типа, ветчина или что-то такое. Есть там сыр, там все. Ну, вообще, я вот вчера пару пабликов сыграл. Да, блин, нормально, неплохо играется. Особо проблем никаких не заметил. Оп, утепляемся на всякий. Утепляемся, да? Солнце, Ярик, ты первый раз вообще за год был. Чем? Чиз иония. Сказать, типа, ты капец. Ой, я знаю, Саня, что тебе понравилась вот эта штука. Самая вкусная вообще на Что свете. это? Правда, это же самые популярные шведские, вообще скандинавские конфеты. А? Да, лакричные. Пробовал лакрицу? Нет. Ты что, видишь, Короче, это сахар? Нет, это не сахар, это такие конфеты лакричные. Не понял. Ярик, А, ты все уснул? Да, я на чили. Что с Яриком? Он не просыпается, я не знаю. Конфеты Писмарке, йод гарб, вполне себе нормальные, лакричные. Так что не знаю, что они все вот наговаривают. Мне понравились. Текстура 9 из 10, вкус 8. Правда, почему-то они не пережевывают, странно, я уже 10 минут их жую. Сколько должен спать киберспортсмен, чтобы чувствовать себя хорошо? Я считаю, минимум 7 часов, а лучше все 10, чтобы полностью восстановиться после неимоверной мысленной активности, там, пиков, вот это все. Хорошо, сколько спал ты? Часов 5. Но просто не повезло сегодня. Но в целом я должен спать еще минимум 2 часа. Это все из-за медиадня. Я вообще тут не виноват. Мой режим, что я стою в 11 утра. А чем ты занимался допоздна? Думал, очень сильно думал о том вообще, как прекрасна Швеция. Нет, как выиграть вот этот типа, там, турнир. Долго думал, потом плакал, но это того стоило. Ладно, все. Я никуда не хотел идти, я хотел поговорить с ребятами. У всех типа СНГ игроков это просто нереально кринжевать. Я не понимаю, почему, где вы берете эти навыки. Это в детстве будто обучают понял. в Академии кринжа. Что будет интересно? Кстати, Ладно, оторвал, так уж и район потерял. Согласен, поэтому не отрываем пятки. Отрываем носки. Дебилы, блядь, сидят. Не получится. Вот. Ты, блядь, самая агрессивность? Что за хуйня? Дима нет, все, блядь. Сань, давай колесо. Люди ждут, народ просит. Только не разъеби. Давай сюда вот так вот. Ладно, это была тренировка. Мне кажется, я бы ебнулся точно. сломала тебе сейчас типа на спину и вот так вот. Я раньше мог куда-то бежать и сальто назад сделать, но сейчас это немного опасно. Сальто назад? Ну да, вот с бегом. На месте не мог. Ну что, Жень, думаю, у тебя сейчас получится, я думаю, если сильно попробовать. Классно, блин, круто. Давай еще раз колесо. Да, по растяжке, конечно, свои проблемы, по растяжке. Растяжки реально проблема. Акробатический номер закончен. Когда я делал колесо, я просто падал. Страшно, типа, знаешь, вот перейти вот эту грань. Переход в положение, да, когда ты уже не контролируешь ситуацию. Да. Типа я вот типа вот такой делаю, и потом и спадаю. Потому что не веришь в себя. Стоят. Да. А если бы ты верил в себя, это было бы изи. Да. Да, надо просто пару кило скинуть еще. Тебе бы мое тело. Нет. Спасибо, нет. Да я забываю. Ярик, короче, не понимает, как... Ну, он так по Зидану не смотрел, я не понимаю.
Но в конце было понятно, что Пчел нас разочаровался, который нас снимал. Потому что он уже молча это все сделал, как бы он такой, ну, какие же вы дебилы. Дружелюбия не хватает, если честно, как на Инте, например. А так съемки прошли нормально, намного быстрее, чем я ожидал. С точки зрения самого турнира, что удивило, могу вот сравнить, недавно я ездила на РМР с нашим составом по КСу. Первый раз я была на турнире у КСеров, и в целом мне, допустим, очень понравилось, как у них организованы турниры, что они играют с специально подготовленных рум. Здесь мы приехали на ESL, и я вижу, что здесь они тоже сделали специальные румы, из которых мы будем играть официальные матчи. То есть у нас есть отдельно практис, ребята там играют, готовятся. Сегодня мы ходили, уже смотрели руму, откуда мы будем играть официалки, настроили оборудование, подготовились, и, наверное, это даже удобнее. Да, ну что, мы вот пришли в комнату, где по ходу будем играть. Все? Групповой этап, может, не только кто знает. Настраивались только что, вот, как раз все закончили, даже подписали документ, в котором мы даем согласие, точнее, ну, говорим о том, что, грубо говоря, мы все настроили, все четко, все не лагает. Правда, у меня вопрос теперь, а вдруг мне теперь подкинут какую-то фигню, там, подлянку, и я же даже не смогу сказать, что, типа, вот у меня лагает. Они же скажут, ну, ты же там подписал уже документ. Короче, странно это немного, первый раз такое. Вот, в принципе, сидится комфортно, прям как дома, даже, может, где-то лучше. Да, проблемки имеются, и с звуком я как будто в бочке сижу, играю доту. Сейчас пытаемся это пофиксить. We have everywhere actually this, and if it's possible, would be good. Everywhere? Yeah, it's Yeah, but it's in game, you know. In game you have like 3 dimensions stereo sound. It sounds like different from the default Dota. It's like the vacuum sound. I don't know how to explain. Первый раз буду типа играть в такой мини-комнатке просто перед стеной. Ну, где, типа, знаешь, как по КСу, типа, все оно проходит, вот у нас сейчас так же плюс-минус. Когда мы узнали о том, что будет DPC, в каком формате оно будет, мы были очень рады. Не могу сказать, что полностью мы были к этому готовы, так как изначально мы думали, что, ну, наверное, DPC перенесут где-то на там, дней 10, недели 2, ну, 3 максимум. Как-то начало апреля мы себе ставили старт того, что будет лига. И когда мы переехали в Сербию, мы активно тренировались. То есть у нас был полноценный буткемп. Мы играли много праков, прям выкладывались, готовились. И в конечном итоге к началу апреля мы подошли такие заряженные, а потом уже середина апреля, и ребята подустали. Мы запланировали отдых для ребят, уже дали им официально выходные, и в этот же день у нас был сбор, мы такие, ну все, ребята, у вас выходные, там отдыхайте, мы как раз в офис переедем, потом уже в офисе начнем новый буткемп делать. И вечером приходит письмо, что у вас стартует лига через несколько дней, мы собираемся с Димой, общаемся и думаем, ну ладно, лига это супер круто, и будем, значит, ну, играть, конечно же, и возникли новые технические моменты, как это сделать. Формат DPC был, конечно, неимоверно странный. Он странный абсолютно со всех аспектов, потому что это какой-то сюр, когда ты проигрываешь одну игру, и у тебя ровно 0 шансов занять первое место. Учитывая разницу в очках, это, конечно, довольно весело. Раньше был такой формат еще там в 19-18 году, да, но тогда слоты не было DPC очков, соответственно, слоты были равнозначны, поэтому не имело значения, с нижней ты вышел, поехал на мейджор или с верхней. Вероятно, мы даже еще до конца изначально и не поняли то, что если мы проиграем одну игру, да, мы часто проигрываем первые игры, потому что, ну, в принципе, подходим спустя рукава. Не получается у нас собраться до первой игры, да, и потом мы уже после как раз первой игры, где получаем пощечину, собираемся. И, наверное, я думаю, что каждый из нас не до конца прочувствовал этот момент, что если ты один раз здесь уже оступишься, да, то придется довольствоваться только вторым местом. Поэтому DPC-сезон, в моем понимании, для нас был неудачный. Ну, второе место — это явно не то, что мы хотели бы, учитывая, в каком состоянии сейчас находится СНГ-сцена. Для тех, кто не в курсе, СНГ-сцена сейчас находится в полностью разобранном состоянии. Вот. И, конечно, в этих реалиях нужно было забирать первое место. Достраиваться-то глупо. Мы все равно вторые после PSG LGD на данный момент по DPC очкам. Все зависит уже только от нашего выступления на мейджоре. Сыграли мы всего 3 игры, не очень много, потому что был медиа-день. Плюс там какие-то... еще что-то у нас какие-то отменились, да, вот. Одна недобросовестная команда просто в последний момент отменила игры, поэтому сыграли мало, хотелось бы больше. Сейчас как-то уже просто будем готовиться к завтрашнему дню. В целом день прошел неплохо. Завтра мы играем вечером, сколько там по Москве, в часов 6, насколько я понимаю.
Играем мы с Фнатиками. С Фнатик мы играли не так давно на турнире в Дубае. Проиграли мы им, там, кстати, был 1 Здорово они нам там лещей надавали. Завтра попробуем взять реванш по 2, постараемся выиграть. И Gaming Гладиатор. Если о Фнатиках все-таки это там Азия, мы, конечно, с ними знакомы, но меньше слетели. Но вот Gamers Гладиатор и более такой соперник для нас знакомый, потому что, если я не путаю, то вот за последний месяц мы с ними сыграли праков просто больше, чем с любой другой командой. Так что болейте за нас, следите за нашими выпусками, влогами и вообще в социальных сетях на мажоре. Игра и так, наверное, будет веселой и интересной, с каким бы результатом она ни закончилась. Всем пока, увидимся.